Знаете, что такое боязнь завершения? Ее еще, кажется, называют прокрастинацией, хотя не уверен, что это одно и то же. Я вот знаком с этим, но, к счастью, в моем случае это касается второстепенных вещей. Типа я часто бросаю смотреть сериалы, которые мне очень нравятся, на последних 2 эпизодах, чтобы для меня они не заканчивались. Могу на месяцы забросить какую-то игру только потому, что она мне нравится, и я не хочу ее заканчивать. Вместо этого делаю большой перерыв и потом начинаю проходить сначала. Тупо, я понимаю, но как-то так сложилось. С ходячими от Telltale ситуация такая же. Чтобы вы понимали, на момент, когда я пишу эти слова, я еще не прошел последний эпизод игры, которую начал 3 месяца назад. Остался один эпизод, который поставит точку в этой истории, и как же мне хотелось оттянуть этот момент. Но понятно, что заканчивать нужно, раз уж я начал. Тем более снял одно видео на эту тему. К тому моменту, когда я начну говорить о 4-м сезоне в этом видео, я его уже полностью пройду. Но даже сейчас могу сказать, что этот и 3-й сезоны вызывают смешанные чувства. Зомби и апокалипсис уже очевидно ушли даже не на 2-й, на 3-й план. А сама история стала более явно давать понять то, что ходячие мертвецы – это люди, которые почему-то продолжают выживать. Я говорил об этом в первом видео. И эти люди изменились. Кто-то очень быстро повзрослел, кто-то оказался предателем, но не в привычном понимании, а кто-то шокирует своим возвращением и выстраивает шаткий мост, объединяющий 1-й и 4-й сезоны, создавая ощущение, что принятые мной решения в начале истории повлияли на ее финал. Что ж, давайте по порядку обо всем этом и многом другом, о сюжете и компании Telltale Games, которая подарила нам игры The Walking Dead. После выхода 2-го сезона The Walking Dead в компании Telltale произошли изменения. Штат сотрудников увеличился примерно в 3 раза, их стало больше 300, случились кадровые перестановки, студия стала работать с большим количеством проектов параллельно, а руководство и инвесторов, как это часто бывает, тоже стало больше. В период между 2-м и 3-м сезонами «Ходячих» Telltale выпустили немало игр по лицензиям. Среди них Tales from Borderlands, Game of Thrones, Minecraft Story Mode, 1-й сезон Бэтмена, где-то вдалеке мелькали Стражи Галактики и уже отгремела The Wolf Among Us. Игра, которую поклонники творчества Telltale ценят не меньше, чем «Ходячих». Казалось, дела у студии идут в гору, по крайней мере так считали сотрудники. На фоне успеха игр серии The Walking Dead компания быстро развивалась, и, как позже выяснится, она еще не была к этому готова. Точнее, не были готовы люди, которые работали на руководящих должностях. Я посмотрел интервью бывших сотрудников Telltale, которые рассказали, что во время работы над 1-м сезоном были моменты, когда они набирали еды и шли в парк в рабочее время, чтобы отыграть роли персонажей перед записью, пытались лучше проникнуться ими, возможно, изменить что-то. Тогда, по их словам, в компании была уютная семейная обстановка. Они поддерживали друг друга даже в бытовых трудностях. В то время у коллектива были 2 сильных лидера – ведущие разработчики Джейк Роткин и Шон Венемен. Именно их внутри коллектива считали ответственными за успех 1-го сезона «Ходячих». Также именно их на сцене поблагодарил Кевин Брунер, сооснователь Telltale Games, который вместе с Дэном Коннорсом, 2-м сооснователем, и Робертом Киркманом, автором комиксов, получал премию за лучшую игру года в 2012-м. В их сторону указали рукой, но имена Джейка и Шона даже не прозвучали, а по идее это их награда. Журналисты, кстати, писали, что Веномен вырвал статуэтку у Брунера, но, по-моему, последний спокойно ее передал. Заслуга Веномена и Роткина заключается не только в проработке персонажей и сюжета, режиссировании, но и в том, что они нашли в себе силы игнорировать требования руководства. Ранее студия выпустила игру по лицензии «Парк юрского периода», и это был провал, если вкратце. Еще один подобный, и Telltale уже тогда канула бы в лету. Понимание происходящего подтолкнуло авторов к агрессивным действиям по корпоративным меркам. Они сделали The Walking Dead такой, какой сами хотели ее видеть, а не такой, какую от них требовали боссы, и оказались правы.
Они победили и красиво ушли, так и не приняв участие в работе над вторым сезоном, лишь оставив о себе хорошее впечатление внутри творческого коллектива. Тем временем компания разрасталась в плане новых сотрудников и лицензий, но не в плане творческого мышления. Люди, которые работали там прежде, далеко не сразу поняли, что Telltale уже не маленькая инди-студия. Проектов, запущенных одновременно, становилось больше. Старые сотрудники все чаще и чаще видели новые незнакомые лица. Но даже их было недостаточно для реализации амбиций руководства. Разработчикам, людям, непосредственно занимающимся играми, приходилось значительно перерабатывать, и 100 рабочих часов в неделю постепенно стали нормой при реальной норме в 40. Также людей перебрасывали с проекта в проект, то есть кто-то мог поработать над одним эпизодом второго сезона «Ходячих», а потом его перекидывали работать над «Бэтменом», например. Соответственно, творческая составляющая отошла на второй план, и хотя я обычно понимаю, что видеоигры — это в первую очередь бизнес, но в случае Telltale крайне важна именно творческая составляющая. Они ведь делали специфические игры, где геймплей на третьем плане. Успех «Ходячих» заключался не в нем и уж точно не в графике, а именно в сюжете и персонажах. А чтобы работа над ними велась качественно, ей должны заниматься люди, которые знают прошлое и видят будущее этого проекта. С другой стороны, сейчас легко говорить, зная, что в итоге стало со студией, так что с моей стороны это не совсем честно. Если вкратце, Telltale в глазах инвесторов и игроков вроде как развивалась, но на деле умирала внутри. Многие студии переходят в так называемый режим кранчей, когда не успевают доделать игру к обозначенной дате релиза, но для Telltale такой режим стал нормой. Постоянные переработки по часам, требования от руководства, людей по факту не шарящих в теме, вносить изменения в уже готовые решения и общая токсичная атмосфера. Студия стала работать не на качество, а на количество, и в таких условиях был создан... Нет, не третий сезон «Ходячих». Внезапно перед ним вышел своего рода спин-офф с подзаголовком «Мишон», и сначала мы поговорим о нем. В феврале 2016 года вышел первый эпизод сольной истории Мишон, персонажа, которого большинство знает как минимум благодаря сериалу от AMC, ну и, конечно, первоисточнику в виде комиксов. Ко времени событий, о которых сейчас пойдет речь, сериал уже свернул совсем в другую сторону, поэтому в первую очередь мы поговорим про игру и комиксы. Напомню, что игры официально не канонизированы, но они не противоречат первоисточнику, а наоборот частично дополняют, и события, показанные в играх, развиваются одновременно с событиями комикса. Повторюсь, от того, чтобы считать игры каноничными для вселенной The Walking Dead, отделяет сам факт признания каноничности автором. Так вот, события сольника Мишон разворачиваются между 126 и 139 выпусками комикса. В конце 126-го Рик и его люди уже победили Нигана, а после Мишон неожиданно для всех покинула группу. Остальные выжившие даже стали считать, что она умерла. В 139-м выпуске Мишон вернется, приплывет на лодке с небольшой группой выживших и объяснит, почему ранее ей нужно было уйти. Она не могла справиться с моральной или психической травмой, не знаю как правильно. Дело в том, что когда начался зомби-апокалипсис, Мишон потеряла связь со своим мужем и детьми, и до сих пор она не знает их дальнейшей судьбы. Она понимает, что они, скорее всего, мертвы, но не знает этого наверняка, например, как Рик, который похоронил жену и дочь, пережил это и может жить дальше с сыном. Ее преследовали своего рода призраки дочерей, но не в прямом смысле, конечно. При этом она с Эзекиилем были влюблены друг в друга, но ей казалось, что она не может взять и начать жить заново. Вот цитата из комикса. «Мои девочки мертвы, а я тут, блять, все сначала начинаю. Это нормально звучит? То, что я была готова забыть свою старую жизнь, стереть все к хуям и начать все по новой, счастливо и беззаботно». Так вот, игра берет на себя ответственность показать этот период, когда Мишон покинула группу и как она пережила свою травму. В игре из-за чувства вины ей постоянно мерещатся дочери, Колет и Элоди. И начинается все с того, что Мишон пытается застрелиться. Ее останавливает Пит, который чудом оказался рядом, и он приглашает девушку на судно. Там она знакомится с другими выжившими, часть из которых позже по хронологии вместе с Мишон прибудут к Рику в 139-м выпуске комикса. Но пока Мишон все еще пребывает в депрессии, и хотя новые знакомые относятся к ней хорошо, она сама не может найти себе места и мучается от кошмаров и видений.
Тем временем Пит пытается выйти на связь с пропавшими членами группы, и это объясняет, как он наткнулся на Мишон на суше. Тогда он искал своих людей, а эта встреча стала счастливой случайностью. Мишон и Питу удается поймать слабый радиосигнал с просьбой о помощи, возможно, исходящий из парома неподалеку. И несмотря на недоверие остальных, они вдвоем на шлюпке отправляются туда. К слову, Пит – персонаж, который все еще верит в людей и всегда пытается помочь, а у игрока есть возможность отыграть противоположную сторону. Мишон, которая больше всего боится именно людей. На пароме они обнаруживают мертвецов, но не съеденных ходячими, а казненных людьми. Там же была найдена сумка с припасами, которые наши герои готовились прихватить. Но внезапно появились Грег и Сэм, брат и сестра, которым принадлежала эта сумка. Естественно, они требовали вернуть припасы и угрожали Мишон и Питу. Началась небольшая потасовка, а на шум сошлись ходячие, которых было полно вокруг. Они даже ходили по дну и ранее напали на Мишон и Пита. Естественно, героям пришлось отбиваться. К слову, Мишон – самый эффектный боец среди играбельных персонажей во всей серии. Но разобраться с ходячими оказалось проще, чем с людьми, которые появились следом. Вооруженная группа во главе с Рэндаллом хватает всех четверых со словами о том, что воры наконец-то попались, а после героев везут на базу Монро, поселение, которое возглавляет Норма, сестра Рэндалла. Там выясняется, что Грег и Сэм похитили припасы у Нормы, а затем отправились на паром и попытались вызвать помощь. Именно их сигнал вначале получили Мишон и Пит. Норма и ее брат уверены, что наши герои – сообщники подростков, а игроку нужно решить, какую позицию принять. Можно говорить Норме правду, в которую она не особо поверит. Можно врать или просто слать ее с Рэндаллом к чертям. В любом случае, Норма со своим братом устроит что-то вроде перекрестного допроса Мишон и Грега, а последний точно будет врать, из-за чего начнется путаница, и Рэндалл решит действовать более жестко, чем Норма. Рэндалл и Закари, еще один из Монро, заводят пленников в каюту, где Закари живет со своим парнем, который неплохой медик и приносит пользу общине, а вот сам Закари не то чтобы. Поэтому Рэндалл заставляет его провести еще один допрос, типа проявить себя, но в этот раз взять пленников под прицел. Рэндалл давит на Закари, плюс игрок в роли Мишон должен как-то повлиять на ситуацию, и снова начинается суматоха, в которой Закари случайно убивает Грега. Он целился в Сэм, но брат закрыл собой сестру. Такого поворота не ожидал даже Рэндалл, поэтому вместе с Закари они побежали за его парнем-медиком. За это время Мишон и Сэм удалось освободить руки, они попытались спасти Грега, но безуспешно. В моем случае он обратился, и Мишон пришлось добить его, а сделать это удалось только с третьего удара отверткой. Когда Закари вернулся, Сэм хотела застрелить его, но, опять же в моем случае, Мишон не позволила это сделать. В первую очередь потому, что, по мнению Мишон, убийство человека не подарит спокойствия, а наоборот заставит раскаиваться. И это она объясняет Сэм, за что в будущем девушка будет благодарна. Закари и его парень позволяют девушкам сбежать, но сначала нам нужно освободить Пита, рядом с которым крутятся Норма и Рэндалл. Мишон вступает в схватку с Рэндаллом, а в это время Сэм набрасывается на Норму. Пита спасли целым и невредимым. Мне очень понравилась эта сцена. Мишон правда грязно, яростно и эффектно дерется. В итоге герои прячутся в каком-то помещении, но все поселение Монро бросается на их поиски. Пит решает сдаться, привлечь к себе внимание и таким образом дать девушкам шанс сбежать. Но я не позволил ему это сделать, и, насколько понял, это правильное решение. Но из-за этого героям пришлось с боем прорываться к катеру и во время побега убить нескольких человек. Но что страшнее, Мишон устроила пожар, который уничтожит поселение, как выяснится позже. Сэм предлагает Мишон и Питу убежище в своем доме, где она живет с отцом, двумя младшими братьями и Пейдж. Насколько я понял, девушка просто жила с этой семьей по какой-то причине. Важнее то, что Рэндалл и его люди, конечно же, шли по пятам. Герои попали в неприятное положение на берегу. Спереди толпа ходячих, а сзади стреляют люди из Монро. В этот момент Мишон демонстрирует свой известный лайфхак, который часто помогал ей выжить, но которым она чертовски пугает Пита. Мишон отрубает руки и нижние челюсти паре ходячих, цепляет веревки на их шее и, прикрываясь ими как щитами, проходит через толпу мертвецов и проводит друзей. Сэм настаивает на том, чтобы пойти к дому коротким путем, но для этого придется карабкаться. В это время Рэндалл догоняет героев и выстрелом ранит Сэм в плечо, но им все равно удается оторваться. К слову, все это время Мишон периодически видит своих дочерей и теряется между галлюцинациями и реальностью. Сэм истекает кровью и постепенно лишается сил, но пока они есть, она рассказывает, что действительно украла припасы у Нормы, и это уже не в первый раз.
К слову, в Монро Норма говорила Мишон, что дает людям вторые шансы, но не третьи. И сейчас Сэм это подтвердила. Она рассказала, что когда люди Нормы поймали ее в первый раз, женщина отпустила Сэм, но жадность подтолкнула ко второй попытке ограбить Норму, и вот что из этого вышло. Таким образом, игроку явно дают понять, что Норма совсем не злодейка, если раньше были сомнения. У нее бешеный брат, она сама вынуждена быть жесткой, чтобы контролировать своих людей, но она честный человек и уж точно не маньячка-диктатор. Ее брат Рэндалл совсем другое дело, и, к сожалению, Норма им очень дорожит. Пока герои шли по лесу, Сэм потеряла сознание, а Мишон пришлось тащить ее на себе, параллельно отбиваясь от ходячих вместе с Питом. В итоге ему удается добраться до дома Сэм, и Мишон сразу пытается вытащить пулю из девушки и остановить кровь. Отец Сэм не сразу понимает, что происходит, потому что выживших впустила Пейдж, но после небольшого напряженного диалога с Мишон, он подключается к процессу и держит дочь, пока Мишон закрывает рану Сэм раскаленной кочергой. В моем случае Мишон рассказывает отцу и братьям Сэм о том, что Грег был убит. Позже мы выясняем, что мать этого семейства покончила с собой вскоре после того, как началась эпидемия, а теперь они лишились Грега. Тем не менее, спустя время отец Сэм очень уважительно обращается к Мишон, спрашивает ее о детях, рассказывает о своей жене, ловит пулю в лицо. Да, момент чертовски неожиданный, хотя с другой стороны, я поймал себя на мысли, что авторы уже как минимум в третий раз так делают, как минимум. Случаи с Ларри и Карли работали так же. Скорее всего, было что-то еще, просто сходу не могу вспомнить. Перед тем, как отец умер, я случайно жестко тупанул. Он спросил, не обратился ли Грег перед смертью, и я случайно соврал. Сказал, что он умер человеком. Отец был в каком-то смысле рад, а я несколько секунд боялся, что правда в любом случае где-то всплывет. Не всплыла, потому что Рэндалл и его люди нашли дом в лесу, и сделать это им оказалось просто. Они шли по следу из отрубленных конечностей и тел ходячих. Мишон и Пит убивают всех, кроме Рэндалла. Его берут в плен, зажав руки в тиски. Рэндалл, к слову, это прям Джокер на минималках. Злобный смех, провокации, жестокость и жуткая улыбка. Это все про него. Он понял, что у Мишон какая-то травма, связанная с детьми, и стал провоцировать ее. К тому же Сэм, узнав о смерти отца, желала смерти Рэндаллу. Но игрок должен сделать выбор – поддаться на провокации и убить злодея, либо оставить его в живых. Более правильным решением будет последнее, потому что окажется, что Норма и ее люди обнаружили корабль Пита и взяли в плен его друзей, которых мы видели в начале. Перед тем, как это выясняется, игра отправляет нас в небольшой флешбэк, чтобы мы вообще вспомнили тех персонажей и, так сказать, задним числом выстроили отношения Мишон с ними. Вообще, Норма вызывала Рэндалла по рации, но у него как бы руки были заняты, поэтому я решил, что ответит Мишон, и как же она красиво хамит, но не об этом. Норма предлагает обменять своего брата на друзей Пита, и я на это согласился. Только вот есть одно условие. Она пообещала сделать с пленниками все то же, что мы сделали с Рэндаллом. А перед этим в моей истории Мишон не повелась на провокации и не стала убивать Рэндалла, но был вариант сильнее сжать тиски и сломать руки мерзавцу. Я этим воспользовался. Плюс у Рэндалла было разбито лицо. Обмен должен был произойти на рассвете, а до тех пор Мишон пообщалась с братьями Сэм, объяснила им, что бояться это нормально, помогла похоронить их отца и убедила Пейдж остаться с нами, а не бежать, как девушка планировала ранее. Мишон поговорила с Питом и призналась, что ей мерещатся ее дочери, что иногда она как будто возвращается в свою старую квартиру и пытается найти их. Но к рассвету прибыла Норма. Сначала она появилась одна и сказала, что не хочет крови, только вернуть брата. Насколько я понял, она осознанно запускает сигнальную ракету, чтобы привлечь ходячих и заставить Мишон быстрее принимать решения. Вскоре появляются остальные выжившие сгоревшего Монро вместе с пленниками. В это время Сэм прячет Рэндалла за воротами с мешком на голове и руками за спиной. И я до последнего не отдавал его, ведь понимал, что Норма в целом адекватный персонаж. Сначала я попросил отпустить хотя бы одного пленника из 3, но Норма наставила на него пистолет. Мишон раскрыла ее блеф, поняла, что женщина не станет рисковать жизнью брата, и Норма была готова отпустить одного из наших, но суматоху навела одна из ее людей. Типа, какого черта мы должны идти на уступки Мишон, из-за которой сгорела вся община. Опять клишированная суета, в которой убивают одного из друзей Пита. Честно, даже имя его не помню, но это и не важно. Страсти накаляются, в этот момент я прям напрягся, потому что сцена выполнена классно, заставляет переживать за персонажей. У Мишон есть выбор: продолжить обмен, сказать Сэм убить Рэндалла или подать сигнал Пейдж, чтобы она стреляла в Норму. Я выбрал обмен.
Как ни странно, когда Норма увидела лицо и руки брата, она ничего не сделала, опять же к теме о том, что она не безумна, просто пыталась запугать Мишон и обезопасить брата до обмена. Но вот Рэндалл, освободившись, сразу бросился на Мишон, и ей пришлось застрелить его. В противном случае это сделала бы Сэм, исход все равно был бы такой же. Если бы Мишон убила Рэндалла раньше, то мы бы отправили к Норме ходячего с мешком на голове. А Норма, конечно, в итоге обнаружила бы это. И хотя мой вариант событий мне нравится больше, повторюсь, исход один. Рэндалл умирает, и Норма приказывает своим людям убить Мишон и ее друзей. Напомню, что к дому еще стянулись и ходячие, из-за чего началось полнейшее месиво. В моем случае никто из наших ребят больше не пострадал, а Мишон сама убила Норму, причем довольно жестко. Женщину схватят ходячие, а игроку дадут выбор – застрелить Норму или оставить мучиться. Я выбрал первый вариант, потому что по-прежнему не считал Норму какой-то злодейкой. К слову, в бою с Нормой нам помог Закари, который тут же был убит. А затем герои укрылись в доме и пытались отбиваться дальше, но в окно полетели коктейли Молотова, начался пожар и, что еще хуже, галлюцинации Мишон. С горем пополам она спасла братьев Сэм и вместе с ней уже была готова покинуть дом через окно, но тут случился самый жесткий трип. Призраки дочерей Мишон просили ее остаться, и это вроде как метафора, ведь понятно, что Мишон выживет в любом случае, ведь она еще появится в комиксах. Тут игроку нужно решить, Мишон оставит девочек и уйдет, или захочет остаться с ними, то есть найдет ли она силы в себе попрощаться с Колетт и Элоди, отпустить их, или они по-прежнему будут ее преследовать. Понятно, что я решил попрощаться. В конце концов, Мишон расскажет Питу свою историю, что она видела в том пожаре. И вроде как ей должно стать легче, но нам покажут, что Мишон все еще видит дочерей. Просто она снова от них уходит. Пит предложит Мишон вернуться в свою группу, то есть к Рику, а Сэм с братьями доставят в Оушенсайд. И тут как бы подводят к 139-му выпуску комикса, где Мишон возвращается к Рику вместе с Питом и его друзьями и рассказывает, что ее мучило все это время. В плане отношения к первоисточнику авторы The Walking Dead Michonne прям молодцы. Это самая короткая игра в серии, она состоит всего из 3 эпизодов, но при этом они отлично вливаются в основной сюжет комиксов. Если там Мишон просто выпадает из истории в какой-то момент, то игра взяла на себя ответственность рассказать, что с ней происходило в это время. Но скажу честно, эмоций, подобных тем, что были во время прохождения 1 и 2 сезонов, в этот раз я не испытал. И судя по средним оценкам у игры, не я один. Но в целом были хорошие напряженные моменты. Сцена допроса в Монро или обмена Рэндалла. Правда, уже сейчас стал чувствоваться самоповтор авторов в некоторых моментах и наличие вроде как значимых персонажей, линия которых до смешного незначительна. То есть взять Закари. Вначале его довольно много, мы понимаем, что он и его парень даже хотят покинуть Монро. Он помогает Мишон сбежать, и я до последнего ждал, что в конце он как-то проявит себя. Но по факту вся его роль сводится к тому, поможет ли он в конце во время битвы с Нормой или нет. Но даже если нет, это особо ни на что не влияет. Мишон все равно победит Норму. В случае интерквелов и мидквелов еще трудно строить интригу. Вот в конце дом горит, Мишон не может бросить дочерей. Но человек, знакомый с комиксами, понимает, что она выживет в любом случае. И в этот момент игрок решает судьбу Сэм, которая не хочет бросать Мишон. Чем больше мы будем тупить с Колетт и Элоди, тем более вероятно, что Сэм рухнет вместе с Полом в огонь. Опять же, люди, знакомые с комиксами, сразу понимают, кто из персонажей уж точно не умрет. И строить вокруг них какую-то угрозу, заставлять переживать за них, ну как минимум странно. Я имею в виду Пита и его друга Сидика. Я выше сказал про самоповтор, но на самом деле это вина не конкретно этой части, а скорее следующих. В кино как? Что не ночь, то полнолуние. А в ходячих от Telltale, что не сезон, то новая милитаризированная группа выживших. В 1 сезоне такую группу не показывают, но она была ранее по сюжету. Во 2 это группа Карвера. В истории Мишон это Монро. До 3 и 4 сезонов мы с вами еще доберемся, там они тоже есть. Еще, не знаю насколько это важно, то есть это точно не минус, но просто скажу. История Мишон вообще не пересекается с линией Клементины. Это игра, которая гораздо важнее именно для комиксов. Из-за этого она не очень самостоятельная, ведь эта история воспринимается лучше сознанием первоисточника. Для основной серии игр это не так важно.
Хотя в спин-оффе вроде есть отсылка, рисунок Клементины на стене. Но в целом эта часть мне понравилась. Даже галлюцинации Мишон в самый неподходящий момент особо не раздражают. Наоборот, интересно узнать этого персонажа лучше. К тому же это Мишон из комиксов, и она гораздо интереснее той, что показывают в сериале в последних сезонах, на мой взгляд. Я думаю, все уже понимают, что к тому времени Telltale стали делать все свои игры похожими на The Walking Dead. Бэтмен, Borderlands, Игра Престолов – все игры по лицензиям руководители хотели видеть выполненными по успешной схеме. Если верить разным интервью, сами разработчики хотели экспериментировать, но им не особо позволяли. В итоге у игроков стал пропадать интерес к играм студии. Они все еще были хорошими, но предлагали одно и то же, просто в рамках других франшиз. Забегая наперед, скажу, что ни одна игра студии и даже серии The Walking Dead не стала такой же успешной, как первый сезон. А что-то подобное уже становилось просто необходимо. У Telltale были амбициозные планы, в будущем интересные лицензии, например, на создание игры по мотивам сериала «Очень странные дела». Но флагманом все еще оставались ходячие. Правда, вдруг оказалось, что и на этой франшизе не получится зарабатывать вечно. Под прошлым видео мне часто писали, что во время игры я не учусь на ошибках и продолжаю доверять персонажам, поступаю не так, как нужно. Но ведь суть игры как раз в том, что тебе дают возможность поступать так, как хочешь ты, разве нет? Тем не менее, я решил прислушаться к этим словам и в третьем сезоне стал отыгрывать недоверие, при возможности какую-то суровость персонажей. В итоге я очень об этом пожалел, но обо всем по порядку. В моей истории в конце второго сезона Клементина вместе с Эйджеем и Джейн отправились обратно в лагерь Карвера, откуда ранее сбежали. Следом туда приходит семья, которая нуждается в помощи и просит впустить их. Я решил впустить. В третьем сезоне выяснится, что эти люди в итоге похитят припасы Клем и Джейн, а потом благополучно скроются. Кажется, я совершил ошибку, но... Если бы я не пустил семью в конце второго сезона, то в третьем выяснилось бы, что тогда они бы ушли, затем вернулись и напали на лагерь, а в итоге также бы обокрали Клементину и Джейн. То есть становится понятно, что героев ограбят в любом случае, и очевидно, что последним решением во втором сезоне игрок не пытается сохранить припасы или что-то в этом роде. Мы просто формируем характер Клементины для третьего сезона, продолжит ли она верить в людей или нет. А если мы отыгрываем Клем, которая больше никому не доверяет, то весь третий сезон покажется глупым, ведь там она в любом случае будет полагаться на других персонажей. В частности, она сразу доверится Хавьеру, новому центральному герою, прямо при первой встрече. Да, Клементина стала более взрослой, дерзкой и грубой, но она не бросит Хавьера и уж тем более не убьет. Хотя у него, кроме слов, нет никаких доказательств того, что он хороший человек, а это заскриптованный момент. Но что-то я забежал вперед. Кстати, если бы во втором сезоне я выбрал не Джейн, а Кенни, то выяснилось бы, что он умер, не поверите, в автокатастрофе, обучая Клементину вождению. То есть она не справится с управлением, случится авария, Кенни вылетит через лобовое стекло и повредит спину. Он не сможет встать, поэтому привлечет на себя ходячих, чтобы позволить Клем и Эйджею спастись. Знаете, такой вариант событий мне понравился больше, чем тот, что получил я. В моей истории Джейн тоже долго не прожила. Она оказалась беременна после того, как переспала с Люком во втором сезоне. Из-за этого у нее случилась депрессия, она не хотела быть матерью в таком мире, и в итоге Джейн повесилась, бросив Клементину и Эйджея. Получается, эгоистичная сука. Теперь я считаю самым лучшим исходом второго сезона тот вариант, в котором Клементина вместе с ребенком уходит от Джейн или Кенни. Но что есть, то есть. Anyway, в третьем сезоне Клементина отходит на второй план. Новый главный герой — это Хавьер Гарсия, бывший бейсболист, который лишился карьеры из-за мошенничества в тотализаторе. История начинается с пролога, в котором показывают первый день эпидемии. Хави спешит к умирающему отцу, но не успевает. Перед смертью отец сильнее всего хотел видеть младшего сына, но в этот момент с ним была вся семья, кроме самого Хавьера, о чем очень агрессивно рассказывает его старший брат Дэвид. В конфликт вмешивается сын Дэвида Гейб. Он, как и его сестра Мариана, дети от первого брака Дэвида, но к этому времени их отец женился во второй раз на девушке по имени Кейт. Из флешбеков становится ясно, что брак Дэвида и Кейт не то чтобы счастливый. Дэвид военный, довольно агрессивный, а вот Хавьер спокойнее и кажется немного легкомысленным. Между ним и Кейт, очевидно, есть какая-то симпатия. В общем, каждый оплакивает умершего отца семейства как может, кроме Марианны. Девочка решила, что дед хочет пить. You thirsty, baby? You want some juice? Grandpa's cup was empty.
You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. Pipo's awake. Не знаю, как вам, а по-моему, вступления начали хорошо. Отец обратился в ходячего и укусил мать братьев. Хавьеру пришлось добить его, а Дэвид повез мать в больницу, еще не зная, что весь мир катится к черту. Действие переносится на 4 года вперед, и мы понимаем, что Дэвид так и не вернулся. Но Хавьер, Кейт, Гейб и Мариана живы и продолжают выживать. В поисках припасов и спасаясь от стада ходячих, они попадают на свалку, где сливают бензин и натыкаются на помещение типа сторожки, где есть куча еды и в целом кажется безопасно, но так только кажется. Кейт настаивает на том, что отсюда нужно уходить, это место кому-то принадлежит, и она оказывается права. Вскоре появляется другая группа, хозяева этого места, и они вообще не рады гостям. Кейт с детьми прячется, а Хави после небольшой потасовки вырубают. Он приходит в себя связанным в грузовике и просит водителя, очевидно человека из той группы, вернуться на свалку за Кейт и племянниками, но водитель напоминает о стаде ходячих и говорит, что именно из-за них Хавьера не убили на свалке. Водитель едет дальше, но вдруг на дорогу падает дерево и случается авария. Хавьеру удается вооружиться, выбраться из грузовика и взять водителя под прицел. А у нас есть выбор, застрелить его или отпустить. Я решил отпустить. Fuck. Yeah. All right. That's good. Just keep looking forward. Look, I'm already having a bad fucking day here. This is not what it looks like. Looks like you let him go. I doubt he'd have done the same for you. Клементина оценила то, что Хави не стал стрелять, и выяснилось, что это она каким-то известным только сценаристом образом повалила то дерево на дорогу. Ей нужен был грузовик, но он теперь не на ходу, поэтому Клементина соглашается проводить Хави обратно на свалку в обмен на его фургон. Но все ведь не может пойти гладко, верно? На обратном пути они натыкаются на то самое стадо ходячих и принимают решение укрыться в поселении Прескотт неподалеку, о котором рассказывает Клем. Конечно, ходячие настигают Хави и Клементину прямо у ворот Прескотта, а люди внутри отказываются впускать героев, пока они не избавятся от мертвецов. Нам придется отстреливаться от ходячих, и в это время Клем обнаружит, что у нее в пистолете бракованные патроны. Они не стреляют, а получила она их как раз у торговца в этом поселении. В итоге героев впускают в Прескотт, хорошо защищенный город Нового Мира, где даже есть бар. Первым делом Клементина идет к тому торговцу, чтобы решить вопрос с патронами, а Хави знакомится с местными. В этот момент особо хорошо видно, какой матерой стала Клем со времен второго сезона. Естественно, она злится, что обменяла коробку батареек на холостые патроны, а торговец делает вид, что он не в курсе и вообще не факт, что это его патроны. Тогда Клем направляет пистолет в лицо торговца и нажимает на курок. Выстрела, само собой, не произошло, но мужик разнервничался и замахнулся ножом на Клем. Хави вступился, опять суета, и, о чудо, в этот раз пистолет Клементины выстрелил прямо в лицо торговца. На шум сбегаются все вокруг, а у игрока очередной выбор – сказать правду, что Клем случайно убила человека, или поддержать ее и соврать, что она была вынуждена, потому что торговец чуть не убил Хави. Я соврал. Жители Прескотта офигели, конечно, и решили на время посадить Клем и Хави под замок. Если бы я сказал правду, то посадили бы только Клем, а я думаю, очевидно, что с ней нужно выстраивать дружеские отношения. Хотя она стала еще той провокаторшей. Лидер Прескотта, здоровый грубый мужик по имени Трип, не шибко-то скорбит о убитом, потому что, цитирую, он был ублюдком. Но случившимся Трип недоволен. Хотя он все равно отправляет местного медика Элеонор, чтобы она осмотрела Хавьера. Трип пообещал, что утром отвезет наших дебилов на ту свалку, это почти цитата, а пока Хави и Клем могут поспать. И тут нас переносят в прошлое. С помощью флешбеков нам рассказывают, что происходило с Клементиной между вторым и третьим сезонами, и в этих сегментах мы играем за нее. Именно из флешбеков мы узнаем, что Джейн повесилась или Кенни умер после аварии. Но напомню, что мой вариант событий связан с Джейн. Кроме этого гештальта, авторы покажут нам, как Клементина выживала вместе с маленьким ребенком на руках, Эй-Джеем.
сын Ребекки из 2-го сезона, если кто-то не помнит. А выживала она в прямом смысле этого слова, потому что сама была еще совсем ребенком. К счастью, скорее всего к счастью, Клементину встречает девушка по имени Ава и пытается помочь. Она член общины «Новый рубеж» и предлагает Клементине присоединиться к ним. Но пока вернемся к настоящему. В моем случае утром Клем, Хави и Трип отправляются на свалку, и, к удивлению даже самих персонажей, находят Кейт, Гейба и Мариану живыми и невредимыми. Все так хорошо, что кажется самое время для чисто тейлтейловского поворота событий. Thanks. Многие правы, я действительно не учусь, играя в эти игры, ведь я снова не ожидал такого. Стреляют как раз люди из Нового рубежа, в котором когда-то жила Клементина. Кейт, очевидно, не такая смышленая, чтобы понять, что после выстрела в голову Мариана уже не встанет, поэтому со словами «мы не можем оставить ее» бросается под пули и ловит одну в живот. Трип уводит Гейба и Кейт, а Хави и Клем успешно отстреливаются от рубежа. Они хоронят Мариану, а Клем рассказывает Хавьеру о том, что когда-то тоже была в Новом рубеже, и ей было там плохо, но она смогла покинуть общину. Затем они отправляются обратно в Прескотт, где Элеонор уже подлатала Кейт. Наверное, стоит уточнить, что Клементина не рассказала Хавьеру о том, что она была именно членом рубежа. Ее рассказ звучал так, как будто она была их пленницей. Следом в Прескотт приезжают вооруженные люди из рубежа, которые требуют отдать им Хави, потому что это он якобы устроил перестрелку. Чтобы стимулировать Хавьера, они демонстрируют заложника, женщину из Прескотта, которой демонстративно отрезают палец, а в итоге ее застрелят. Она, к слову, была девушкой местного бармена, Конрада. Ее убьют, потому что я решил не вестись на провокацию и открыть огонь, хотя она умрет в любом случае. А люди из рубежа протаранят ворота Прескотта грузовиком, набитым ходячими. Героям придется бежать из поселения. На 2 машинах выбираются все уже знакомые, плюс Конрад. Тем временем Кейт становится хуже, ей нужна нормальная медицинская помощь. Клементина предлагает отправиться в другую общину, Ричмонд, но на их пути встречается преграда в виде нескольких машин, мешающих проезду, и целой толпы ходячих. В итоге Элеонор удается увезти Кейт на одной из машин. Они отправляются в Ричмонд, не дожидаясь других, потому что Кейт все еще нужна помощь. А остальные, оказавшись в сложной ситуации, встречают нового героя, Пола Монро, более известного как Иисус. Этот персонаж появляется и в комиксах, и в сериале. Правда, перед тем, как он сказал свое прозвище, я решил связать его, ведь еще не знал, что это положительный персонаж. А мы ведь в этот раз никому не доверяем и действуем агрессивнее. Это же так просто и логично. Короче, Иисус не оценил такого отношения к себе, но от него мы узнаем, что Новый рубеж захватили Ричмонд, а туда уже вовсю едут Элеонор и Кейт. Герои само собой торопятся в Ричмонд, и по пути Клем признается Хави, что ей опасно идти на территорию рубежа, ведь она не была их пленницей, она была с ними. Между делом всем придется разобраться с ходячими. Иисус в этот момент покажет свое карате и эффектно разорвет хомут, но дальше больше. Признание Клем слышит Конрад, толком не отошедший от смерти своей девушки. Поэтому он берет на прицел Клементину и предлагает использовать ее как гарантию безопасности. Якобы они привели к рубежу ту, кого, возможно, там разыскивали. Конрад думал, что в обмен на Клем рубеж даст героям что угодно, она будет типа козыря. Конрад идет ва-банк, чтобы убедить Хавьера в своей правоте, и хватает Гейба. И тут очередной выбор – отдать Клементину под конвой или выстрелить в Конрада. В моем случае Хавьер убил его, потому что, насколько я понял, это опять был тот момент, когда мы влияем на Клементину, поддерживаем ее или нет. К счастью, Иисус и Трип этого не видели, поэтому Хави смог сказать, что Конрад не выжил. Спорный, конечно, момент, ну да ладно. Это один из немногих случаев, когда я точно не знаю, хорошим ли было решение. Дело в том, что Конрад мог присутствовать в истории дальше и взять на себя кое-какую ответственность. Но как для игрока, который знает Клементину и который видит в конце каждого эпизода, как мои действия влияют на ее характер, нам показывают статистику, для меня отношения с ней были важнее. Сейчас меня опять будут обвинять в том, что я спасаю одних женщин, но сорян, ребят. В общем, после этого Клем у меня откалывается, к рубежу она не собирается. А остальные находят машину, в которой ехала Элеонор. Она ушла просить помощи и оставила Кейт внутри. Хави берет Кейт на руки и решает идти и просить помощи в оккупированном Ричмонде. У ворот героев встречают старые знакомые, из-за которых был уничтожен Прескотт. Но угадайте, кто еще вышел поздороваться. What the hell's going on out here?
They said they weren't here to hurt anybody, so I was trying to see if they... Oh my god. Dad? Окей, момент сработал как надо, хотя теперь мне кажется, что возвращение Дэвида в сюжет было очевидным. Из флешбеков Хави мы понимаем, что хотя Дэвид его брат, но человек он не самый здравомыслящий, и Хави предупреждает других, что, возможно, Дэвид несет ответственность за то, что произошло в Прескотте. Плюс, понимая, что Дэвид выжил, Хави стал задаваться резонным вопросом, почему его брат не вернулся домой за женой и детьми, ведь все они жили в том доме еще 3 месяца после начала эпидемии. Не на руку репутации Дэвида играет и то, что Хави, Элеонор, Трипа и Иисуса сразу заперли в каком-то помещении. Как выяснится позже, в новом рубеже коллективное управление. Дэвид отвечает за безопасность, еще незнакомые нам Пол и Клинт за медицину и продовольствие соответственно, а также есть Джоан. Она решает дипломатические вопросы, и новички должны получить ее одобрение. К слову, Дэвид не верит в то, что рубеж способен на какой-то беспредел, и неохотно верит в то, что Мариану, его же дочь, совсем недавно убили люди из рубежа без какой-либо причины. Он даже просит не говорить об этом, когда они придут к Джоан и остальным. Правда, перед этим Хави приведут к Кейт в местную больницу, и окажется, что она не очень-то рада встрече с Дэвидом. У нее нет внятной причины и мотива, но она просит Хавьера как можно скорее убраться отсюда, у нее нехорошее предчувствие. Этот момент могли бы, конечно, как-то прописать. Просто сложно поверить, что из-за предчувствия герои готовы поменять безопасность на постоянные скитания. В общем, в жопу Дэвида. На собрании всадников апокалипсиса я выдал вообще все как было. О том, что Хави похитили, о том, что Мариану убили и Прескотт уничтожили. Естественно, один из виновных ублюдков это отрицал, либо переворачивал. А лидеры рубежа решили, что Хави, Трипу и Иисусу тут не место. Хотя им выдали оружие и немного припасов, причем сделала это знакомая нам по флешбекам Ава. В сумке герои обнаружили карту, на которой Дэвид отметил место встречи, и втроем мы отправляемся туда. А Гейб, раненая Кейт и Элеонор остались в Ричмонде. По пути к нам снова присоединяется Клем. Из ее воспоминаний мы узнаем, почему она покинула рубеж. Дело в сложном характере и Эй-Джее. Малыш был болен, и формально все уже с ним попрощались. У них была последняя доза антибиотика, но даже их врач не хотела давать ее ребенку, полагая, что ему уже не помочь. А вот Клем так не считала. Она тайком сделала инъекцию Эй-Джею, чем и спасла в итоге его жизнь. Именно Дэвид тогда повел себя с Клем хуже всех. Кричал, что пацан безнадежен, а лекарство могло спасти кого-то, кто приносит пользу. Он назвал ее тварью, воровкой и принял решение изгнать из группы. Только вот ребенка они забрали. Также Ава убедила Клем, что Эй-Джею будет безопаснее с рубежом. Игроку дают выбор – попрощаться с ребенком или плюнуть Дэвиду в лицо. И как бы не хотелось сделать последнее, я понял, что это снова выбор про ценности. Клем попрощалась с Эй-Джеем, но теперь хочет вернуть его. В месте, отмеченном на карте, на складе, выясняется, что Дэвид хотел нормально попрощаться с братом и обозначить, что он сам теперь отвечает за Кейт и Гейба. Тут явная нотка ревности. Просто Дэвид узнал про симпатию между Хави и Кейт от сына. Но вдруг опять ходячие, суета, и в этой неразберихе герои замечают ящики с надписью «Прескотт», а кругом похожие из других общин. Позже туда прибудут знакомые нам ублюдки, и снова начнется экшен. Только Дэвид в этот раз почти на нашей стороне, ведь выяснится, что новый рубеж действительно нападали на другие поселения и грабили, а ответственно за это все всадник дипломатии, Джоан. Во время этого противостояния Хавьер сразится с тем, кто убил девушку Конрада и, по-моему, Мариану. Хотя я не уверен, подумал так, исходя из диалога. У нас опять есть выбор. Хави может жестоко убить его или позволить превратиться в ходячего. Я выбрал первое, и Трип с Иисусом в итоге смотрели на Хави как на маньяка. Но, если бы с нами до сих пор был Конрад, эту честь можно было бы отдать ему, у него-то есть явный мотив. Ну что ж, герои решают вернуться в Ричмонд, чтобы свергнуть Джоан. Только Иисус откалывается, он возвращается в свою общину. К тому же в Ричмонде Элеонор, которую любит Трип, ну и Кейт, конечно, тоже надо вытаскивать. Ну еще Гейб, но он вообще-то малость отбитый и потихо раздражает всю игру. Для Клементины мотив вернуться – это Эй-Джей. Она узнала от Дэвида, что ребенок жив, и его куда-то отправил Пол, который всадник медицины. Нужно узнать куда. В Ричмонде герои разделяются. Дэвид идет к Джоан, прикидываясь, что не в курсе ее дел. Трип за Элеонор, Клементина за информацией о ребенке, а Хави за Кейт и Гейбом.
Кейт, кстати, уговаривает Хави уйти и не участвовать в местных разборках с Джоан, но в итоге все равно придется. Окажется, что фактически Джоан единолично правит рубежом. Пол и Клинт почти не перечат ей. Ну и само собой ее цель благая. Она считает, что налеты на другие общины были необходимы, чтобы их собственное процветало. Вот авторы придумали тетку, а как-то нормальный мотив прописать нет, простите. Они же в своем рубеже стали выращивать фрукты и овощи, но Джоан считает, что для процветания общины необходимы чужие припасы. Тогда Ричмонд станет автономным. Ну хорошо, только рано или поздно они поубивают и ограбят всех вокруг. А что дальше? Ну да ладно. После душещипательных откровений Джоан отправляет Хави и Дэвида под замок. Старшего позже уводят, а Хавьеру помогает выбраться, в моем случае, Кейт. Они прячутся с остальными в одной из квартир и решают помочь освободить Дэвида, а после убраться из Ричмонда. Но к этому времени то огромное стадо ходячих добралось до поселения, и просто так героям не уйти. Они решают ограбить оружейную и угнать бронированный грузовик, чтобы выбраться. Во время ограбления Хави ранят, и Ава отправляет его в больницу, ссылаясь на то, что Пол и Дэвид – близкие друзья, и медик окажет помощь Хави. Беда только в том, что он постоянно чем-то обдолбанный. Напомню, что к Полу направилась и Клем за информацией про Эй-Джея, поэтому они с Хави снова встречаются. Пол не в состоянии помочь Хавьеру, но Клементина зашивает его рану как может. При этом у нее самой проблема – месячные, и она не знает, что это такое. Но Хави мужественно объясняет, что все в порядке. Клем позже может обсудить это с Кейт, например. Видимо, таким образом авторы хотели показать, что Клементина взрослеет, и главное подчеркнуть, в каком мире она взрослеет. В моей истории Клементине сначала не удается получить от Пола информацию о ребенке. Дело в том, что Пол понимает, Джоан скорее всего убьет Дэвида, и тогда рубеж будет полностью в ее руках. Его это пугает, и он просит, чтобы Клементина вела ему смертельную инъекцию, а за это он расскажет, где Эй-Джей. Ну, как вы поняли, я решил ничего не вводить, и Пол просто отрубился от какой-то своей медикаментозной дури. Герои вернулись обратно в квартиру, где укрывались, и тут Гейб выходит на сцену. Он очень переживает за отца, Хави пытается его успокоить, но этот чудик берет и выдает всем, что Конрада убили не ходячие, тогда в канализации, а Хавьер. Причем, по-моему, это было дико неуместно, как будто авторы пытались повторить сцену из первого сезона, когда Лили выдала, что Ли убийца. Узнав об этом, Элеонор и Трип, мягко говоря, разозлились. Последний был готов убить Хави, но спасло то, что сейчас не время и не место. Лично у меня натянулось отношение к Гейбу. Честно, сначала я прям искал способ слить его, добавить больше драмы в эту историю. Тем не менее, Хави, Кейт, Гейб и Клементина дальше действуют по плану, угоняют грузовик. Вроде все приходит в норму. В моем случае Кейт и Хави признаются друг другу в любви, спустя 4 года, Даже Гейб и Клем чего-то там любезничают. Но вдруг на связь выходит Ава и сообщает, что Джоан собирается казнить Дэвида на главной площади. Летим спасать и видим, что кроме Дэвида на эшафоте сама Ава и Трип. Джоан замечает Хави в толпе и после диалога позволяет ему выбрать, кого казнить. Тут же резюмируется наш стиль игры. Джоан на публику показывает тела убитых Хавьером лично или с его подачи, то есть игроком. Своей речью Хави удается вызвать волнение, вроде и толпа начинает сомневаться в адекватности Джоан, а главное, Клинт не хочет убивать Дэвида. Тем не менее, нужно выбрать, кого казнить, Аву или Трипа. Очень ироничная ситуация. В кои-то веки я решил спасти мужика, но Джоан обманула Хави и все равно убила Трипа. Все охерели от такого поведения, и начался стресс. Хавьеру удалось достучаться до Клинта, и он сам предлагает закончить все это. Хочет, чтобы Хави со своей группой просто ушли. В это время Дэвид требует от брата застрелить Джоан. Это ж дурак такой поверил в хэппи-энд и согласился на сделку. Отдавайте Аву, Дэвида, и мы уйдем. Клинт освобождает Дэвида, и последний опять наводит суету. Он убивает Клинта. Ему еще помогает тот полурослик, который называется сыном. Такая дичь, но эффектно. Снова суматоха, люди стреляют друг в друга, снаружи стадо ходячих, а Джоан просто сбегает, и ее дальнейшая судьба остается неизвестной. К слову, если мы решим ее застрелить ранее, то случится почти то же самое, только она будет мертва. Но кто же знал? Я не знал. Кейт, сидя в грузовике и ожидая своих, слышит выстрелы и решает поехать на помощь, но приезжает в забор, а грузовик взрывается и, само собой, ходячие пробираются в Ричмонд. Последний флешбэк. Хавьер вспоминает, как обещал смертельно больному отцу, что они с Дэвидом будут заботиться друг о друге, будут братьями. И это, по идее, подсказка к дальнейшим действиям. В настоящем ходячие заполонили Ричмонд, но Кейт все-таки выжила, успела выпрыгнуть из грузовика.
Теперь герои считают, что они должны помочь местным разобраться с ходячими и заделать брешь в ограде с помощью бульдозера. Они отправляются обратно к гаражу, откуда ранее угнали грузовик. По пути наитупейшим образом умирает Ава. Просто сюжетная смерть ради смерти. Ну и ладно, я все равно хотел спасти Трипа. Хотя он тоже умер бы, черт. Происходит немного откровений. Гейб рассказывает, что в детстве Дэвид постоянно говорил ему никогда не быть таким, как Хавьер, и это вроде частично объясняет поведение Гейба. Сам же Дэвид признается, что забрал у Клема и Джея из хороших побуждений, чтобы ребенок выжил. А потом он отослал его в другое место, потому что зима выдалась тяжелой, и ребенку было опасно оставаться в городе. Точнее, Дэвид поручил это Полу, поэтому и не знает, где сейчас Эй-Джей. Добравшись до цели, внезапно Дэвид сообщает, что не хочет никого спасать. Гораздо разумнее взять грузовик и уехать. Он уговаривает всех поехать с ним. Кейт и Хави понимают, что люди в Ричмонде умирают в том числе из-за них, и не могут позволить этому продолжаться. До кучи Кейт и Хави открыто говорят Дэвиду, что любят друг друга, и тут у старшего сносит крышу. Он начинает избивать Хавьера. Сначала руками, затем разводным ключом, которым еще зарядит и сыну по лицу. У нас два варианта: драться с Дэвидом или сдержать обещание, данное отцу в начале эпизода, и не трогать брата. Но если честно, в моем случае выглядело это тупо. Дэвид херачит Хави ключом, а последний повторяет «Я люблю тебя». Как бы мораль понятна, но сам момент раздражает. Все это действие останавливает Клементина, и на шум стягиваются ходячие. Естественно, чтобы придать сцене больше динамики и создать ощущение необходимости действовать быстро. В моем случае Дэвид уезжает, воспользовавшись моментом, и забирает Гейба с собой, а Клементина едет следом за ними на байке, так как не уверена, что Гейб сделал правильный выбор и с ним все будет в порядке. Пацан вообще как будто оказался отрезан от остальных. Хави и Кейт возвращаются в Ричмонд, туда уже прибыл Иисус и его люди. Вместе они заделывают брешь с помощью бульдозера и избавляются от ходячих. Позже Клементина вернется вместе с Гейбом. Окажется, что Дэвид умер вскоре после того, как уехал с сыном от группы. У меня получилась хорошая концовка. Кейт жива, они с Хави влюблены, Гейб и Клементина тоже с нами. Еще окажется, что Пол выжил после нападения ходячих, пришел в чувство и рассказал Клем, куда отправил Эй-Джея. Хави подстригает девушку, и она отправляется за ребенком, переживая, что сейчас Эй-Джей может даже не узнать ее. Единственное, о чем я жалею, что не спас Конрада, он тоже мог бы дожить до конца. Концовок на самом деле довольно много. В одной может умереть сам Хави. Если он один поедет за Дэвидом и Гейбом, то спасет только племянника. Если Хави и Клем поедут за ними, то Дэвид и Гейб останутся живы, но старший брат будет сломлен, а мы можем либо отпустить его, либо попросить остаться в Ричмонде. Но в этих историях Кейт в одиночку едет в Ричмонд, чтобы заделать брешь, и ей это удается, но ее кусают. Еще есть вариант, в котором никто не едет за Дэвидом, все трое, Хави, Кейт и Клем, отправляются спасать Ричмонд. Тогда к общине вернется укушенный Гейб с мертвым Дэвидом. Племянник попрощается с Хави, отдаст Клем игральные карты и попросит пистолет, чтобы застрелиться. Поэтому концовка, которую я получил, мне чертовски нравится. Она не идеальна, но близка к этому. Хави, Кейт и Гейб живы, Иисус на нашей стороне, а Клементина идет к своей цели. Жаль только, что этих людей она больше не встретит. Вообще, насколько я понял, в игре есть две основные линии. Либо мы поддерживаем Кейт, либо Дэвида, потому что спасти их обоих нельзя, кто-то в любом случае умрет. Но дело в том, что есть четкий контраст. Кейт изначально и до конца преподносят хорошей, а Дэвида плохим, если утрированно. И он не тот персонаж, которого хочется поддерживать. Его во всех флешбеках показывают озлобленным, да и то, что он вытворяет на площади во время казни, а потом решает слиться, вообще не ему на руку со стороны игрока. В целом, мне понравилась эта история, были эмоциональные и запоминающиеся моменты. Но сейчас я ловлю себя на мысли, что если бы эта часть была первой, в которую я поиграл, то вряд ли бы у меня появился такой интерес к серии. В третьем сезоне среди новых персонажей нет таких сложных, как Кенни, например, особенно из второго сезона. Хотя и в первом он был непростым. Типа хороший друг, но только для тех игроков, которые его поддерживают, а его действия намеренно делают спорными. Если его не поддерживать, то он ответит взаимностью Ли, даже когда жизни героя что-то угрожает. Сейчас, когда уже знаешь, что к чему приведет, и осознаешь всю иллюзорность глобального выбора в этих играх, становится ясно, что Кенни, несмотря на все его загоны, правильный выбор. Особенно четко это видно на фоне истории с Лили. Помните, в первом сезоне была девушка со своим безумным отцом, которому Кенни размажил голову.
Так вот, играя впервые, в этот момент Кенни кажется психом. И я, например, не зная событий всех сезонов, думал, что он ведет себя неадекватно. А в итоге выяснится, что именно Лили в любом случае конченая стерва. И тот факт, что мы, играя за Ли, даем ей второй шанс, вообще не окажет значимого влияния. Разве что она это припомнит. Но что-то я убежал вперед. Я это к тому, что вариативность событий в The Walking Dead далеко не такая масштабная, какой ее представляют разработчики. Пройдя все игры, я понял, что нужно поддерживать Кенни, вот этого неоднозначного и непростого персонажа, потому что все остальные пойдут в расход. Разве что в конце второго сезона, я все-таки считаю, Клем должна уйти одна. И вот, возможно, подобным персонажем пытались сделать Дэвида, но, по-моему, не получилось. Его появление приятно шокирует, но уже через несколько минут игры он превращается в преграду. Его действия объясняют какой-то серой моралью, но в итоге он все равно поступит по-своему, независимо от того, принимаем мы его сторону или нет. По-моему, Гейб тоже неудачный перс, особенно на фоне Клементины, которая все время где-то рядом. Каким-то неведомым образом авторам удалось познакомить нас с персонажем, который на протяжении 3 игр удивляет, меняется, и за ней интересно наблюдать. Чувствуется ее взросление после каждой жесткой сцены. А Гейб получился прям типичным подростком. Ему все не нравится, он мешается, постоянно, буквально постоянно ноет. Вот я бесполезный, никому не могу помочь. Но в следующий раз я, конечно, тоже не стану делать ничего полезного, потому что Хави недостаточно убедительно меня успокаивал. Даже его сестра выглядит адекватнее на фоне Гейба. Получается, что авторы несколько лет на примере Клем показывают, что в нынешнем мире ребенок не выживет. Фактически возраст не имеет значения, нужно уметь позаботиться хотя бы о себе. А Гейб получился комнатным цветочком, которого Хави таскает за собой и терпит его капризы. Но при этом 3-й сезон мне в целом понравился. Опять же, не было эмоций, близких к тем, что испытывал во время прохождения 1-го и 2-го сезонов. Но как человек, уже заинтересованный франшизой, я прошел и эту часть с удовольствием. Но грустно понимать, что это была последняя игра, созданная еще более или менее успешной компанией Telltale. К слову, в плане геймплея 3-й сезон почти не отличается от 2-го, разве что появились чуть более динамичные QTE, когда нужно нажать, например, 5 кнопок подряд. Естественно, графика стала лучше. Но возвращаясь к вопросу о том, что руководство Telltale хотело видеть бесконечный конвейер игр, похожих на успешные части The Walking Dead, и не было готово к экспериментам, мы очень хорошо видим это на примере 3-го сезона. За 4 года существования на тот момент, имея в серии 3 полноценных и 1 небольшую игру, сама франшиза стала превращаться в ходячего мертвеца. К 3-му сезону серия все еще не предлагает ничего нового. Разве что была явная попытка сместить внимание на новых персонажей, но они несравнимы с Ли, Кенни и Клементиной, которую отодвинули на второй план. Игры Telltale — это про сюжет и решение игрока, но даже эти составляющие уже не могли удержать внимание большинства. А те, кто с интересом фанатично ждал новые эпизоды и части, получали по факту то же самое в лучшем случае. Это еще зависит от восприятия. Ни один из следующих сезонов не повторил успех 1-го, наоборот, оценки становились все ниже и ниже, только на 4-м они поднялись относительно 3-го. На фоне этого произошло еще одно событие, которое значительно повлияло на моральный дух сотрудников. Дело в том, что в 2017 году в Telltale прошла первая волна увольнений. Тогда работы лишились примерно четверть сотрудников, около 90 человек. Причем случилось это абсолютно спонтанно. Внутри коллектива ходили слухи о возможном сокращении, но никто не был уверен в этом. Исходя из интервью бывших сотрудников, понятно, что даже те, за кем сохранились рабочие места, были сильно демотивированы, ведь среди уволенных были друзья, люди, которые буквально нуждались в этой работе, или меняли свою жизнь, переехали в Калифорнию ради места в Telltale. Говорят, что волны увольнений в целом нормальная практика среди игровых студий. То есть, понимая, что разработка какой-то игры не укладывается в дедлайн, руководство принимает решение нанять больше людей, с которыми в будущем попрощаются, когда необходимость в них исчезнет. Но в случае Telltale под сокращение попали люди, в том числе, которые стояли у истоков. То есть в данном случае это была не обычная практика, это была необходимость. Потому что компания быстро выросла, одновременно были запущены много проектов, а вот ожидаемой прибыли она не получала. Игроки стали уставать от однообразных игр. К слову, Роткин и Веномен после того, как покинули Telltale, основали свою небольшую студию и имели успех, как и часть других бывших сотрудников. Напомню, что вышеупомянутые имели статус чуть ли не героев внутри коллектива, да и среди фан-сообщества многие понимали, что успех 1-го сезона — это их заслуга. Сооснователю Telltale Кевину Брунеру это очень не нравилось. Компания как бы его, а вся слава у других людей. Он, как говорят, стал закручивать гайки, вмешиваться в процесс.
В компании царила странная атмосфера. Никто не требовал прямо оставаться на работе сверхурочно, но взять и покинуть рабочее место вовремя люди не могли, потому что это негласно порицалось. Даже если кто-то уходил в запланированный отпуск, это воспринималось как перекладывание своей работы на других. Люди сгорали, как старые сотрудники, так и новые, пришедшие в компанию с энтузиазмом и планами на будущее. Плюс Брунер считал, что сотрудников нельзя хвалить за хорошие творческие решения, иначе они зазвездятся и, как Роткин с Венеменом, покинут студию. Он даже решил, что интервью прессе будет давать только лично, чтобы, проще говоря, все внимание уделялось ему. Брунеру как будто не хватало его, и он лез буквально везде, даже переписывал текст обучения в играх, лишь бы обозначить, что имеет отношение к этому. Опять же, исходя из слов сотрудников, а их обязательно нужно ставить под сомнение, даже на планерках Брунер постоянно преуменьшал достижения группы разработки и дискредитировал их решения, настаивал на своих, даже если в этом не было логики. Его в шутку прозвали Оком Саурона, но всерьез считали источником страха в компании. Из-за такой обстановки многие сотрудники сами покидали Telltale. Те, что остались, даже не догадывались, какой конец ожидает эту компанию. Стоит отметить, что при всем Брунера считали человеком с хорошим пониманием программирования. Он влиял на разработку и положительно. Например, оповещение игрока о том, что персонаж запомнит какое-то действие, это его идея. Но в то же время остальные считали, что уже делают игры не для фанатов, а лично для Брунера, чтобы нравилось ему. Разработчики и сами прекрасно понимали, что те же ходячие стали бесконечным самоповтором. Они задавались вопросом типа, сколько еще раз нужно заставить игрока стрелять в ребенка, чтобы вызвать у него эмоции. Это для примера. Структура игр стала клишированной. Совет директоров тоже не был доволен результатами продаж и отзывами игроков, журналистов, поэтому Брунер решил уйти из собственной компании. Сотрудники говорят, что после этого работать стало легче, хотя и было некоторое непонимание дальнейшей судьбы студии, но все же атмосфера стала менее напряженной. Только было уже поздно. Вышедшие Стражи Галактики не понравились ни фанатам Marvel, ни поклонникам творчества Telltale. Основная претензия была в том, что авторы, очевидно, не понимали настроение первоисточника. Руководители считали, что это должен быть мрачный, жестокий и драматичный проект. Ну то есть The Walking Dead. Причем сами разработчики сначала делали все как надо, если вкратце. Они понимали, что в данном случае нужно уделить внимание фан-сервису и юмору, но от них потребовали переписать уже готовые эпизоды, сделать их мрачнее и в том же направлении продолжать работу над следующими. Это опять же к теме о том, что боссы не хотели видеть ничего, кроме ходячих мертвецов. Все должно было делаться по той же схеме. Среди проектов, запущенных в работу, также была вторая часть The Wolf Among Us, и, что не менее важно, игра по сериалу «Очень странные дела» от Netflix. Именно последняя должна была стать новой ступенью эволюции компании. Ведь в отличие от остальных игр, это разрабатывалось уже на движке Unity, а не Telltale Tool, в связи с чем у разработчиков было больше возможностей. Там даже планировался условно открытый мир, уже не говоря о более высоком техническом качестве. Последние игры Telltale на их собственном движке часто критиковали за плохую оптимизацию, баги и вылеты. Последней игрой на старом движке должен был стать 4-й сезон The Walking Dead, и они даже успели выпустить 2 эпизода, но затем, прямо посреди разработки, проект отменили, как и все остальные. 21 сентября 2018 года компания Telltale объявила о банкротстве. Сотрудников собрали в большом конференц-зале в пятницу и сообщили, что уже в понедельник почти никому больше не нужно выходить на работу. Говорят, что после недолгого молчания сотрудники стали плакать, обниматься друг с другом, и очевидно не все сразу поняли, что они не просто лишились работы, их оставляют без выходного пособия, без денег. Хотя по закону должны были уведомить о закрытии студии за 60 дней до. Кто-то и так сводил концы с концами, потому что зарплаты в Telltale были не самые высокие. Кто-то, повторюсь, ради карьеры в студии специально переехал поближе, продал свое имущество. Люди брали кредиты и автомобили буквально за недели до той пятницы, не догадываясь, что это будет их последний рабочий день. Около 20 сотрудников остались еще на некоторое время доделывать запущенные проекты. Судьба The Walking Dead оказалась в руках автора оригинальных комиксов Роберта Киркмана, а точнее его компании Skybound Entertainment. Они взяли часть бывших сотрудников Telltale, их наработки и закончили работу над 3-м и 4-м эпизодами последнего сезона. Иронично, да? Telltale даже не закончили проект с подзаголовком «Финальный сезон». Такой вот бесславный конец. Компания просто обанкротилась, просто не смогли, не справились, переоценили свои силы. Хотя это еще не конец. Little sister.
В самом начале нам показывают уже довольно взрослую Клементину за рулем автомобиля, в котором на заднем сидении находится Эй-Джей. Очевидно, она нашла ребенка на том ранчо, куда его отправил Пол, и забрала. Пацан вырос классным, хоть и не особо общительным. Они с Клементиной путешествуют без особой цели, но очевидно, что у них нет ни патронов, ни припасов. Поэтому они вынуждены остановиться у железной дороги, чтобы исследовать заброшенный дом в поисках еды. Тут, кстати, есть небольшой реверанс в сторону второго сезона. Дело в том, что одно из помещений в доме закрыто. Рядом с ним двое ходячих, привязанных к стульям, а у их ног записка, в которой они объясняют, что были парой и решили добровольно уйти из жизни вместе. В записке они обращаются к тем, кто найдет их в таком виде. Они просят не трогать их и оставить все как есть, не добивать. Но дело в том, что у одного из ходячих ключ от помещения, куда нам нужно попасть. И чтобы забрать его, Клементина должна убить этих ходячих. В темное помещение можно отправить Эй-Джея, он пролезет через небольшое окно и откроет дверь изнутри. И тут первый выбор – проигнорировать просьбу умерших и добить их, чтобы забрать ключ, или рискнуть и отправить Эй-Джея. То есть можно подать ему хороший пример, но подставить под угрозу. Я вспомнил момент из второго сезона, почти идентичный. Так вот, в том случае в комнате был ходячий, и он напал на тогда еще маленькую Клементину. Поэтому я решил добить мертвецов и не рисковать ребенком. Хотя понятно, что с ним бы ничего не случилось в итоге. Тут стоит кое-что прояснить. В первом сезоне мы в роли Ли влияли на Клементину. Во втором мы уже без других персонажей строим ее личность, играем за нее. В третьем опять влияем на Клементину через действия и слова Хавьера. А вот в четвертом, уже в роли Клем, мы влияем на то, каким станет Эй-Джей. Еще хочется отметить, что, на мой взгляд, Клементина не ведет себя как мать Эй-Джея, а скорее как его старшая сестра. И это очень круто, потому что в такие отношения легче поверить. Я не могу сформулировать, в чем конкретно это проявляется, ведь она его защищает, воспитывает как может, но не производит впечатления матери. Да и Эй-Джей прекрасно знает, что его мать Ребекка. При этом странно, что отношения Ли и Клем воспринимаются именно как отец и дочь, хотя если поверхностно, ситуация такая же. Может быть, дело в том, что Ли был гораздо взрослее, когда взял на себя ответственность за ребенка. Не знаю, но давайте дальше. Герои действительно нашли целую кучу еды в доме, но пара стариков явно были своеобразными людьми. В их тайнике была установлена ловушка с гранатой, взрыв которой уничтожил часть запасов и чуть не убил Клементину и Эй-Джея. Типа ни себе, ни людям. Естественно, шум привлекает ходячих. Выбираясь из дома, герои неплохо взаимодействуют друг с другом, а игроку демонстрируют обновленную боевую систему, если это можно так назвать. Ходячие могут нападать, например, по трое, а мы должны быстро решать, как с ними справиться и не дать себя окружить. Клементина может действовать по старинке, удар в ногу, а затем в голову, либо сразу вонзить нож в башку ходячего. В зависимости от того, сколько противников прет на нас, мы должны решать, что более эффективно, потому что если даже двое подойдут достаточно близко, то придется начинать сначала. Еще скажу, что в игре появился типа инвентарь, куда кладутся как нужные предметы, так и всякие безделушки, чтобы украшать будущее жилище, а игра ведет счетчик найденных предметов. Герои добираются до машины, которую быстро обступают мертвецы. Клементина пытается уехать, но это не так просто. Зато мы видим, что она доверяет пистолет Эй-Джею, и он, исходя из ее слов, отлично стреляет. Но в итоге случается авария, машина переворачивается, кто-то вытаскивает из нее Эй-Джея, а Клементина теряет сознание. Она приходит в себя в школе для трудных подростков, и фактически это основное место действия игры. Естественно, еще не понимая, где она и куда делся Эй-Джей, Клементина с осторожностью исследует коридоры, где встречает бывших подопечных школы, а теперь просто жителей этого места. Все они – дети-подростки, которые с начала эпидемии выживают в стенах школы, несмотря на то, что большинство взрослых бросили их, а те, что остались, уже давно погибли. Их лидер Марлон. После небольшой перепалки выясняется, что он не хочет причинить вреда, и это именно он вытащил героев из машины. Остальные персонажи довольно обычные в своей попытке быть необычными, надеюсь, поняли. Луис, друг Марлона, весь из себя творческий и с юмором. Вайлет, молчаливая девушка с острым языком. Тен, закрытый пацан, который не так давно потерял двух старших сестер. Одна из них, к тому же, была девушкой Вайлет. Есть Руби, местный медик в силу знаний, и главная причина, из-за которой я не верю в то, что эти дети сводят концы с концами и им не хватает припасов. Есть Вилли, немного криповый пацан, который, пожалуй, больше всех вписывается в образ ученика школы-интерната. Еще Асим, Броди, Амар и Мич, но эти персонажи совсем на втором плане. Подростки смогли обезопасить школу и даже расставить множество ловушек для ходячих. Это, кстати, еще одна механика, с которой нас познакомят. И пусть на территории школы более или менее безопасно, но им часто приходится выходить на поиски припасов.
Во время одной из таких вылазок как раз и погибли сестры Тена, София и Мини. Поэтому теперь группа исследует только относительно безопасные территории за пределами школы, но категорически не суется в другие части леса. Да, школа в лесу, и она хорошо скрыта от глаз посторонних. Хотя Марлон, к слову, нашел Клем и Эй-Джея возле железной дороги, а это как раз уже опасная зона. Когда Клементину наконец отводят к Эй-Джею, игроку дают понять, что парень-то совсем непростой. Он никого к себе не подпускает, кусается и ненавидит, когда к нему прикасаются сзади. Но при этом его очаровывает музыка. Выходит так, что Клем отлично вливается в группу, а вот Эй-Джей не то чтобы. И наша задача в том числе помочь Эй-Джею адаптироваться среди других людей. Научить его извиняться перед теми, кому он сделал больно, и помочь завести друзей, в частности подружиться с Теном. Эй-Джей на каждом шагу проявляет себя как сломанный. То он хочет спать под кроватью, а не на ней, то отбирает игрушку у Тена, не понимая, что так нельзя. Так что Клементина должна его пофиксить. Становится понятно, что Эй-Джей, толком не видя прежде людей, не умеет жить в группе. Вообще мне очень понравилось взаимодействие Клементины с пацаном. Они доверяют друг другу, она научила его пользоваться оружием, он слушает ее и часто говорит как выживающий, а не живой. Типа ему нравится пианино, но не нравится, что оно шумит, ведь шуметь это плохо. Эй-Джей боится нажать клавишу без одобрения Клем, но при этом с револьвером обращается похлеще Клинта Иствуда в лучшие годы. Игрок может выбрать, по какому пути воспитания пойти. Можно условно отыграть «Я же мамку», которая всегда защищает ребенка, или попытаться объяснять Эй-Джею, что в каких-то моментах он не прав. На это очень круто смотреть, потому что сейчас Клементина в роли Ли и очевидно равняется на него. Только вот Эй-Джей не такой ребенок, каким была Клем. Но об этом позже. Кстати, у Марлона еще есть огромная собака по кличке Рози. Розочка, блин, ага. Она жрет ходячих как не в себя, но почему-то не превращается. Очень странное решение, конечно. Да и вообще странно, что персонажи обливаются кровью мертвецов и всем пофигу, а от царапки умирают. Ну да ладно. Так вот собака. Клементина сначала пугается ее из-за того, что было во втором сезоне. И мне очень понравилось, что такой сильный момент из прошлого нашел отражение в последнем сезоне. Я, кстати, тоже до безумия боюсь собак. Очень люблю их, но при виде почему-то цепенею. Тоже был стрёмный случай жизни, когда целая стая напала. И для меня факт того, что Клементина боится их, очень на руку. В общем, мы учим Эй-Джея извиняться, выражать соболезнования, и в целом это офигенное развитие Клементины. На нее очень приятно смотреть в такой роли. Казалось бы, все это выглядит как неплохая драма о подростках, но авторы напоминают, что мы играем в ходячих. Героям не хватает еды, и Клементина предлагает вернуться в тот дом, где они с Эй-Джеем побывали в начале, вдруг там что-то уцелело. Дом находится за пределами безопасной зоны, но все-таки персонажи решают рискнуть. В доме действительно осталось достаточно много еды, но следом за героями туда прибыл еще один человек. Его отличительные черты – это разный цвет глаз и привычка курить самокрутки. Ранее подростки нашли его окурки рядом со школой. Его зовут Авель. Не без угроз он попросил отдать ему часть припасов. И сделать это, пожалуй, самое логичное решение в той ситуации. Несмотря на то, что припасов было достаточно, не все в группе подростков были рады этой новости. Узнав о том, что Клементина встретила мужчину с разными глазами, Броди стала вести себя очень нервно. Она обвиняла Клементину в том, что Авель мог проследить за ней. И если что-то случится, виновата будет Клем. В этот момент игрок уже должен понять, что как минимум часть подростков знают Авеля. Броди так точно. Уже ночью Клементина услышит шум из подвала. Она проникнет туда и выяснит, что Марлон и Броди действительно знают Авеля. Марлон пытается прогнать Клем, но Броди рассказывает все как есть. Авель из отряда рейдеров, очередной милитаризированной группы. Их много, у них есть оружие, и они опасны. Оказалось, что в обмен на гарантию безопасности Марлон отдал рейдерам Софи и Мини, сестер Тена. То есть они не погибли, Марлон решил отдать их рейдерам как расходник. Будь иначе, возможно, рейдеры бы напали на группу подростков, Марлон этого боялся. Рейдерам просто нужны люди, чтобы их община становилась сильнее. И кто бы мог подумать, но следующими Марлон планировал отдать Клементину и Эй-Джея. Броди успела рассказать много перед тем, как Марлон раскроил ей череп, пытаясь заткнуть. Он не хотел убивать девушку, это вышло случайно, но теперь она мертва и вот-вот обратится. Марлон решил бежать и запереть Клементину в подвале, надеясь, что ожившая Броди с ней разделается. Но, конечно, не тут-то было. Клем выбралась, а Марлон к тому времени стал публично обвинять ее в смерти Броди. Тем не менее, Клементина сильнее Марлона морально, и она рассказывает всем о том, что он сдает детей рейдерам, что сестры Тена не умирали из-за ходячих,
и о том, что именно Марлон убил Броди. Постепенно остальные ополчаются против Марлона, и он вынужден сдаться, признаться во всем. Он боялся, это нормально, и в моем случае Клементина поняла его. Она сказала, что он больше не лидер и в любом случае понесет наказание, но может остаться в школе. Хотя лучше не рассказывать об этом, а просто показать. Sonny, leave. You'll never have to see me again. Just let me become a bad memory. Just give me that. Please. Fine. What? I aimed for the head. Да, пацан сделал как учили, целился в голову. Авторам опять удалось удивить меня внезапным выстрелом. Уже раз 5-й, да? Марлон был мудаком, но смерти ему никто не желал, а вот Эй-Джея и так считали опасным. Поэтому группа решила прогнать его и, соответственно, Клементину, хотя решение не было единогласным. Вайлет была на стороне Клем в моей истории, плюс Асим и Тен. Несмотря на это, Вайлет и Луис решили проводить героев до дороги, где и попрощались. Правда, ненадолго. Эй-Джей и Клем натыкаются на Авеля и его спутницу. Они как раз направлялись к школе, искали Марлона, у них ведь была договоренность о передаче детей. Сцена, кстати, довольно суровая, чем-то даже напомнила убийство Джоэла из The Last of Us 2, только с более мирным финалом. Оказалось, что спутница Авеля – это Лили, уже знакомая нам по первому сезону. Та самая, которая убила Карли. Лили узнала Клементину, хоть и не сразу, ведь прошло много лет с их последней встречи. Также она помнила, что Ли тогда отнесся к ней хорошо, и вроде как учла это в разговоре с Клем, но сути это не меняет. Лили не друг. Рейдерам все еще нужны дети, и они пытаются заставить Клементину занять место Марлона. Тем временем Луис и Вайлет очевидно услышали шум и вернулись. Они наблюдали из укрытия, и в напряженный момент Вайлет выпустила стрелу в Лили. Все разбежались, а Лили и Авель преследовали Клем и Эй-Джея, пацана даже подстрелили дробью. Из-за шума снова появляется толпа ходячих, но один из них внезапно заговорил с Клементиной. Он помогает героям выбраться. Спасителя зовут Джеймс, он так называемый шепчущийся. Во вселенной ходячих это отдельная община, члены которой носят кожу мертвецов на себе. Таким образом им удается безопасно передвигаться среди ходячих и, что важнее, манипулировать ими, например, вести за собой. Джеймс знает Авеля и Лили и рассказывает о них подробнее, о том, что община рейдеров называется Дельта, а Лили у них одна из лидеров. Дети для них это рекруты, что-то вроде пушечного мяса, расходники. Клементина понимает, что раз они с Лили встретились недалеко от школы, то скорее всего рейдеры скоро узнают местоположение группы подростков, и она решает вернуться и предупредить детей. К тому же Эй-Джею нужна медицинская помощь. Джеймс соглашается проводить героев, только просит не убивать ходячих без необходимости. Остальные принимают героев обратно, хоть и не все рады их возвращению. В течение 2 недель Эй-Джей восстанавливается от раны, а остальные готовятся к визиту рейдеров. Укрепляют оборону, ставят новые ловушки, даже делают самодельные бомбы. И не напрасно, ведь в один вечер рейдеры действительно приходят. Героям удается дать сопротивление, убить некоторых из них и даже взять в плен Авеля, но один из подростков умирает, а 3 берут в плен. В моем случае это Амар, Асим и Луис. Значит, теперь наша очередь атаковать. Клементина допрашивает Авеля, и он сообщает, что детям просто повезло. Никто из Дельты не был готов к такому сопротивлению. Авель уже умирал, и у нас есть выбор: дать ему обратиться, чего он сам очень боится, или убить. Я выбрал второй вариант. Перед смертью он сообщил, что детей держат в трюме старого корабля на базе Дельты. Когда Клем убила Авеля, Эй-Джей заметил его глаза. В будущем он расскажет об этом. Есть глаза живых людей, есть пустые, мертвые, как у ходячих, и глаза, как у Авеля, которых жизнь погасла. Герои решают спасать друзей. По плану они должны в толпе ходячих проникнуть на корабль, заложить там бомбы, спасти своих и сбежать. За ходячими Клем обращается к Джеймсу, ведь он может ими управлять, но при этом считает, что в них еще есть какая-то жизнь. Он соглашается помочь, но перед этим просит Клементину надеть его маску и посмотреть, какие ходячие умиротворенные, когда рядом нет людей, чтобы Клем поняла, почему он не хочет их убивать. Еще он взял обещание,
что Клементина не позволит Эй-Джею вырасти убийцей. Насчет пацана вообще обеспокоены многие, но больше всех, конечно, Клем, ведь она понимает, что Эй-Джей поступает так, как она его учила, но он делает это как-то утрированно. В убийстве Марлона уже не было необходимости, но Эй-Джей выстрелил. Клем стала переживать, что пацан получает от этого удовольствие. В одной сцене очень круто подчеркивают, что Клементина понятия не имеет, что ей делать с жестокостью Эй-Джея. То, что она сама еще не готова к такой ответственности, не только за пацана, но и за кучу других людей. И сцена эта происходит в поезде, в тот день много лет назад, когда Ли научил Клементину стрелять и быть готовой ко всему. То есть ее сознание опять обращается к нему, он ей снится. Из их диалога становится понятно, что Клементина по-прежнему нуждается в Ли, и в своих поступках она ищет его одобрения. Мы понимаем, что такие встречи в голове девушки происходят регулярно, но главное, она считает, что Ли мог бы гордиться ей. Клементина не все делает правильно, как и сам Ли, но она старается и не будет сдаваться. Time to go, Clementine. You've got people that need you. Goodbye, Lee. В эту ночь героям удается воплотить свой план. Они проникают на корабль, где выясняется, что Луису отрезали язык из-за его болтливости, но все живы. Также мы видим, что Минни, которая сестра Тена и в прошлом девушка Вайлет, все еще жива, в отличие от Софи. Минни сама убила свою сестру. В Дельте им дали еду, постели и взамен требовали защищать общину. Но Софи хотела сбежать и вернуться обратно к своим. Она поделилась этим с родной сестрой, близняшкой Минни, и была убита ей же, потому что Минни не хотела менять Дельту на школу. Ей нужно было показать свою преданность новому дому. Лили, к слову, восхищается Эй-Джеем. Пацан боевой, много матерится, бесстрашный и даже умудрился откусить ухо одной из Дельты. Видимо, из-за его качеств Лили оставила Эй-Джея в живых после такого. В итоге героям с горем пополам удалось воплотить свой план. Куча подростков справились с вооруженными взрослыми. Клементина сразилась с Лили, и последняя оказалась под прицелом Эй-Джея. Снова выбор, стрелять или нет. На протяжении долгих часов игры нам доносят мысль, что Эй-Джей не понимает ценность человеческой жизни. Диалоги прямо подчеркивают, что сейчас Лили не опасна, так же как и Марлон когда-то. Джеймс, который тоже раскаивается за убийство человека в прошлом, просит Эй-Джея остановиться, чтобы не потерять себя. И если Клементина остановит Эй-Джея, то Джеймс заплатит за это жизнью. Лили убьет его и сбежит, воспользовавшись случаем. Если сказать Эй-Джею убить Лили, он не просто ее застрелит, он выпустит в нее полобоймы, в уже мертвую. И, по-моему, это не похоже на верное решение, учитывая, как долго нам доносили то, что важно не позволить Эй-Джею превратиться в убийцу, не поощрять его жестокость. В моем случае, я думаю, вы догадались, Лили покинула корабль на плоту, но Клементина знатно зажгла ей фары. Лили ушла, опозоренная, сломленная и никчемная. Судя по всему, ей самой стало противно от себя. Не только из-за того, что ее победили подростки, но и из-за того, что они оказались больше людьми, чем она. Кстати, чуть ранее Клементина лишилась своей кепки. Таким образом, как будто обозначили, что теперь она действительно стала взрослой. Кепка с буквой D упала в воду. На суше героям пришлось отбиваться от выживших рейдеров, в том числе Минни и, само собой, толпы ходячих. Клем, Эй-Джей и Тен добрались до безопасного места в пещере, и там Эй-Джей сорвался. Он не понял, что произошло на корабле. Пацан был уверен, что если бы он выстрелил в Лили, то Джеймс остался бы жив, и в этом он прав. Но знаете, почему я считаю, что мое решение с Лили правильное? Потому что в ином случае вместе с остальными в пещере был бы Джеймс, и он бы сам сорвался, набросился на Клем и Эй-Джея, потому что посчитал бы их ничем не лучше десятков других убийц, что встречал на пути. А пацан в ходе конфликта признался бы, что ему понравилось убивать. Он получил удовольствие, разрядив полобоймы в Лили. Даже у такого сценария два исхода. Джеймс либо уйдет без маски навстречу ходячим, либо он также без маски встретит мертвецов. Но с Клем и Эй-Джеем он больше не пойдет. И думаю, очевидно, что он в любом случае умрет. Наш выбор с Лили о том, станет ли Эй-Джей убийцей, сломается ли что-то в его голове. В моем случае Клем объяснила, почему нельзя убивать людей без необходимости. Мораль примерно та же, что и у Мишон. Ты теряешь себя. Эй-Джей понял это, и Клементина позволила в будущем ему самому принимать решения.
и за это он был ей благодарен. Решение придется принимать совсем скоро. Герои встретили Вайлет в лесу, но за ними следовала Мини, уже умирающая от укусов и ранений. Она хотела забрать жизнь своего брата, Тена. Клем сразилась с ней и получила серьезное ранение. Мини вспорола ногу Клементины топором. Но тем не менее, ей и AJ удалось уйти на безопасную дистанцию. Только Тен не мог бросить сестру. Вайлет пыталась его вразумить, но он не двигался с места, а ходячий уже близко. Тогда AJ принял решение. Он застрелил Тена, чтобы Вайлет оставила его и бежала. В итоге AJ объяснит, в моем случае ему не нравится убивать. Тен был его первым и единственным другом, но он сделал это, чтобы спасти Вайлет, и это было правильно. Так вышло, что героям пришлось разделиться. Клем на одной ноге спасла AJ, но не успела спасти себя. Ее укусили за ногу. Герои укрылись в амбаре неподалеку, и там нас ждала до боли знакомая сцена. Клементина умирала, и после смерти она бы превратилась. Она убедилась, что AJ сможет выбраться, сказала, что любит его, и напомнила про их общие правила выживания, последнее из которых – убить Клементину, если ее укусят. В конце нам показали, что AJ, уже будучи в безопасности, во время рыбалки увидел, что по реке плывет кепка Клементины. Он пытался ее поймать, но безуспешно. К счастью, это удалось собаке Рози, с которой они уже подружились. В лесу AJ увидел ходячего, это был Тен. В моем случае AJ не стал стрелять в него, но направил в другую сторону от школы, чтобы никто больше его не видел. И вот конец. AJ возвращается в школу вместе со всеми, кто выжил в этой истории. Ворота закрываются, и, признаюсь честно, в этот момент даже я сорвался. What you doing there, goofball? Да, черт возьми, она выжила. AJ не убил Клементину, он лишил ее ноги и смог так сохранить жизнь. Клементина стала лидером группы, AJ хорошим парнем, у них с Клем лучшие отношения, какие могли бы быть, и кажется, все хорошо, насколько это было возможно. И я чертовски благодарен Telltale за эту историю. Для меня она длилась всего полгода, но кто-то ведь следил за ней по мере выхода эпизодов, а это очень долгие годы. Но даже я настолько проникся, что хотел бы стереть себе память и пройти все сначала, а потом еще раз. У этой серии были взлеты и падения, как и у студии разработчиков, но финал истории очень трогательный и достойный. Скажу честно, мне не очень понравилась вся эта история про кучу детей, которые все смогут. Мне понравились отношения Клементины и AJ. Пацан действительно получился потрясающий. Вроде и смышленый, в то же время агрессивный, постоянно матерится, дерется, но может отстоять свою точку зрения. А сама Клементина — это нечто. По-моему, в истории видеоигр еще нет ни одного персонажа, с которым мы прошли бы такой путь и увидели все это развитие из ребенка во взрослую девушку, в первую очередь морально. Кепку, кстати, она больше так и не надела. Тем не менее, от финального сезона чувствуется, что он создавался с трудом. В нем всего 4 эпизода, совсем немного локаций и слишком утрированные варианты выбора. Например, если в какой-то момент не согласиться с Луисом, то у них с Клем уже не завяжутся романтические отношения, и он не будет на ее стороне, когда героев решают прогнать из школы. Ну и к финалу он будет в плену, и ему отрежут язык. Если не поддерживать Вайлет, то она вообще станет агрессивной по отношению к Клементине. И как и Луис, к финалу попадет в плен. Только в случае с Вайлет она лишится зрения. Но зависит это от наших диалогов с персонажами. То есть мы либо на одной стороне, либо на другой. Третьего не то чтобы не дано, но нейтралитет какой-то смутный. Еще кое-что. История Клементины закончена, но у меня осталось очень много вопросов. Что в итоге стало с Кристо из второго сезона? Как там Хавьер, Кейт и Гейб? В одном флешбеке Клем говорит, что в Ричмонде война, но с кем и почему? Последний сезон очень обособленный, хотя и учитывает наши прошлые решения вроде как. Но мне понравилось в общем, если взять все 4 сезона.
И закончим на позитивной ноте, наверное. В наше время студия Telltale, можно сказать, воскресла. Активы студии приобрела компания LCG Entertainment. Лицензия на ходячих вернулась к владельцу, Киркману и его компании, но при этом было объявлено о разработке The Wolf Among Us 2. Сотрудники старой Telltale не то чтобы позитивно относятся к новой и не горят желанием возвращаться, даже под новым руководством. Но кто знает, что будет дальше. Недавно серия The Walking Dead отпраздновала свое десятилетие, и может быть мы еще о ней услышим. Не прощаюсь.